За что мы полюбили Миссайд? Наверное, каждый сам для себя найдет ответ на этот вопрос. Быть может, это увлекательный сюжет, отличная озвучка, потрясающая уютная атмосфера или, наконец, все эти составляющие превратили неизвестных вчера ребят из команды iHasta в перспективную студию, за которой по сей день продолжают наблюдать толпы фанатов в надежде урвать хотя бы крупицу информации о готовящемся мирном режиме. Из новогоднего обращения разработчиков многие стали ошибочно полагать, что работа над обещанным контентом велась в весьма замедленном темпе. Однако спешу вас разубедить, это вовсе не так. Ведь достаточно заглянуть на бусти iHasta, чтобы увидеть размещение различных концептов, которое велось в течение всего 2025 года. И пока нам не остается ничего, кроме смиренного ожидания, я предлагаю вам взглянуть на то, какое же все-таки влияние оказала Миссайд на всех нас. Полагаю, вы хотите сказать, что это выражено в многочисленных мемах, нарезках, эдитах, косплеях, артах, и вы, конечно же, будете абсолютно правы. Но что если я скажу вам, что Миссайд вдохновила команду Script Team на создание отдельного мода и даже небольшого сериала, а команду Azurai на создание собственной игры? Но обо всем по порядку. Misside New Story Mod. Будущий фанатский мод, сюжет которого будет строиться после событий оригинальной игры. Анонс проекта был ознаменован выходом трейлера осенью прошлого года. В трейлере нам демонстрируют, как Добра Мита, сидя на диване у ядра, пребывает в томительном ожидании. Однако внезапно главный герой оригинальной игры буквально проносится мимо, оставляя Миту совершенно одной. Не зная, что делать, она не может найти себе места и вскоре засыпает. Спустя некоторое время крепкий сон прерывается появлением другой Миты. А вот тебя я и искала. Но а что это за Мита? Пишите свои догадки в комментариях. Позже разработчики показали нам еще одну анимацию, которая выполнена очень даже качественно. Смотрите сами. Эх, осталось прожить еще 50 лет до панка. Опять мобилка? Когда они вновь начнут делать нормальные игры? Ладно, работа есть работа. Они это продумали. Не знаю, как вы, но я после просмотра этих роликов захотел увидеть полноценный сезон такого аниме. И обязательно, чтобы в нем была серия с пляжным эпизодом. В моде планируют сделать 11 уровней, что по объему практически сопоставимо с оригинальной игрой. Нам обещают встречу как с новыми, так и уже полюбившимися персонажами. А ряд двух знакомых локаций должны пополнить пару новых. Не обошлось и без создания 4 новых концовок, что, конечно же, не может не радовать. Общедоступная демоверсия должна выйти раньше мирного режима. Также ожидается возвращение команды Dreamcast к привычным ролям, при условии, что будет завершен сбор средств на озвучку. А вот в преддверии Нового года на сайте Playground появилась статья о готовящемся проекте под названием Tales. Блин, это ж все звучит как какая-то реклама. Но, поверьте мне, нет. Переняв лучшие черты Misside, разработчики хотят создать игру в жанре психологического технотриллера от первого лица, в котором по сюжету инженеру из корпорации Nexa придется столкнуться с тестированием цифрового компаньона по имени Лиз. Все бы ничего, пока в один момент версия Лиз, принадлежащая главному герою, не превратилась из удобного сервиса в потенциальную угрозу. История о молодом программисте плавно перетекает в метанарратив, затрагивающий темы навязчивой заботы, эскапизма и цифровой зависимости. Важно понимать, проект только-только анонсирован, поэтому в будущем может претерпеть немало изменений. На данный момент известно, что в создании игры принимает участие 14 человек, в том числе разработчики Misside Zero, которую я обозревал в предыдущем ролике. Можете найти его на канале или перейти по подсказке. А вот на озвучку также планируют пригласить команду Dreamcast. С большой вероятностью и спутник Лиз заговорит голосом НРУ, которая подарила свой голос Содной Мите, Призрачной Мите и Митафону. Остановимся немного подробнее на геймплее и сюжете, о которых поведали разработчики Tales в рубрике «Вопросы и ответы». Одной из ключевых сюжетных линий станет раскрытие истинных мотивов и внутренней работы корпорации Nexa. Основным геймплеем станет взаимодействие с внутриигровым компьютером. В нем можно будет получать задания, анализировать данные, находить скрытые файлы и общаться с цифровым спутником, который будет активно вмешиваться, менять настройки, оставлять следы и создавать новые интерактивные элементы. Ориентировочно проект должен увидеть свет в 2027-2028
2008 году, поэтому говорить о цене и системных требованиях пока очень рано. В свою очередь, демоверсия Tales ожидается уже к концу этого года. Возможно, на протяжении всего моего рассказа вы смогли провести весьма много параллелей между Misite и Tales. Поначалу все мы чем-то вдохновляемся, и проект Tales — один из примеров ярко это иллюстрирующих. Но главное, чтобы в конце концов это вылилось в нечто свое, в нечто уникальное. Напоследок я хочу рассказать вам о находке на китайском аналоге YouTube сайте Bilibili, проект под названием Misite Restart. На текущий момент он не сыскал большой популярности, и вообще информации о нем как будто бы очень мало. Буквально есть только пару роликов. Разработкой мода занимается команда Rebook Feng Hao Game Development Agency. Из тизера можно двояко понять, то ли главный герой оригинала превращается в безумную Миту, то ли мы просто будем за нее играть. В общем, проект сомнительного качества, но кто знает, может в будущем все кардинально изменится. В закрепленном комментарии я оставлю ссылку на Discord сервер Misite New Story Mod и Tales. Можете зайти и черкануть, что вы от Хейдена. Спасибо за просмотр этого видео. С вами по-прежнему был я, Хейден Вайс. Подписывайтесь. Всем удачи и до встречи.